Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Борис Леонидович, 29 августа 1949 года Советским Союзом были произведены испытания первой советской ядерной бомбы. Пожалуйста, прокомментируйте, что означало успешное испытание ядерной бомбы, чем она отличается от атомной, и что привело к данному успеху для поддержания ядерного щита Советского Союза. 29 августа, на мой взгляд, если в России и восстанавливать праздник под названием День независимости, то он должен отмечаться 29 августа, что состоялся реальный ответ на намечавшийся ядерный диктат Соединенных Штатов. Соединенные Штаты в августе 1945 года убедительно доказали, что возможен режим более бесчеловечный, чем гитлеровский, чтобы Адольф Лоизович не вытворял, но уничтожать целиком города, которые не имеют военного значения, это было впервые продемонстрировано Соединенными Штатами. Понятно, что было всего два варианта: либо соглашаться делать то, что от нас требуют, либо давать симметричный ответ. Мы выбрали симметричный ответ и смогли это сделать, мягко будет сказано, с опережением сроков. Нельзя сказать, что уровень советской науки никому не был известен, но американцы оценивали, что ответ от Советского Союза может быть получен не ранее 1954 года. Так что этот день, начало, так скажем. Атомная индустрия состоялась за 4 года, прошедшие с момента создания спецкомитета при Государственном комитете обороны. В 1949-м это уже был спецкомитет при Совете министров. Военное время закончилось. Удалось построить несколько закрытых атомных городов. Удалось не только запустить первый в Евразии атомный реактор, проверить, собственно говоря, все теоретические предположения. Да, все работает. Реактор F1 в Курчатовском институте начал работу в 1946 году в декабре. И вот через 3 года, это значит, что за это время был построен и такого же типа реактора, но промышленного масштаба, реактора «Аннушка» в городе, имеющем сейчас название Озерск, вместе с городом, вместе с заводом «Б», на котором, собственно, из облученного урана извлекался наработанный плутоний. Вот это все с нуля в Сарове. Тогда Арзамас-44, если мне память не изменяет, было введено в строй КБ-11 знаменитое, которое совсем недавно посещал Владимир Владимирович. Кстати, знаменательно, да, начало атомной индустрии, но, тем не менее, президент России едет в город на предприятие, в научно-исследовательский институт, где были созданы все наши ядерные боезаряды, термоядерные тоже. Я думаю, что это вполне символичный знак для тех, кто помнит, что такое город Саров. Мы успели все это сделать, надо отдать должное, это огромный объем работы, это с нуля новые отрасли промышленности, то, чего никогда не делали, если говорить об уран-графитовом котле атомном. Слово «реактор» появилось намного позднее, до этого как-то и в разговорах друг с другом атомщики считали, что они делают котел. И главный конструктор реактора А1 промышленного Николай Долежаль, он был ведущим специалистом именно по котлостроению в Советском Союзе, и в таковом качестве его Курчатов и пригласил. И когда он объяснил, что предстоит сделать, Николай Антонович был удивлен. Вы знаете, я котлами, конечно, занимался, но немножко другими. Ответ Курчатова был совершенно колоссальным. Какая вам, собственно говоря, разница? Там реакция между молекулами, здесь между атомами, ничего страшного, все равно котел. Для этого требовался 100% чистый графит, мы такого никогда не производили, но мы научились это делать. Мы научились делать урановое топливо, мы нашли необходимое количество урана, в том числе и не самыми простыми путями. Общий объем трофейного урана, вывезенного с территории побежденной Германии, составлял около 300 тонн. Из них 100 тонн было использовано для создания реактора F1 физического первого.
И здесь, опять же, вот можно по-разному относиться к организации с аббревиатурой НКВД, но она работала достаточно четко. Напомню, что дата подписания распоряжения о создании спецкомитета 20 августа 1945 года. Авраам Павлович Завинягин, который руководил 9-м отделом НКВД и институтом специальных металлов НКВД, позднее НИИ-9, сейчас высокотехнологичный научно-исследовательский институт имени Бочвара, тоже находился в ведении НКВД, и поэтому 2 мая 1945 года, еще до победы, в Берлине высадился десант советских ученых, переодетых в форму НКВД, и были начаты вполне успешные поиски оборудования научного, лабораторного, поиски урана и поиски немецких специалистов, которые внезапно стали изъявлять желание поработать в Советском Союзе. Если реально, то таковой был ровно один, фон Ардене, действительно серьезный ученый. Институт, в котором он занимался урановыми проблемами, был подотчетен совершенно фантастические вот эти организационные решения в Германии Министерству почты. Вот так получилось. Вот он действительно добровольно вышел на группу Завинягина, сказал, что не против, а 2 руками за продолжить работу по специальности вот на нужды Советского Союза. Вот он переехал в институт так он назывался, под Сухуми, в нынешней Абхазии, совершенно добровольно вместе со своей группой сотрудников. Остальные гастарбайтеры немецкие получали предложение от товарища Завинягина достаточно простое. Вот вы сейчас в лагере для интернированных лиц за сотрудничество с гитлеровским режимом ждете суда. Я вам предлагаю на выбор. Можете дождаться суда, потом где-нибудь постоять в какой-нибудь тихой стенке, или вот подписать договорчик трудовой на 10 лет, продолжить заниматься своей специальностью там, где вам скажут. Помощь со стороны немцев тоже была использована. Я не вижу никакого смысла этого стесняться. Из Третьего рейха нужно было выжимать все, что было возможно, поскольку на горизонте был отчетливо виден новый враг, еще более жестокий. Не вижу повода делать что-либо в белых перчатках. Спецкомитет использовал все возможности, какие у него были, благодаря очень хорошему управленцу, который был поставлен во главе. Я имею в виду Лаврентия Павловича Берию. Его только в декабре 1945 года сняли с должности руководителя НКВД, то есть все остальные посты ушли в сторону. У него было 2 проекта, как сейчас говорят, эффективный менеджер, одновременно вел ракетный проект. То есть все, что делала группа Королёва с организационной точки зрения, было обеспечено все тем же Берией, и атомный проект. Поэтому, конечно, я солидарен, уверен, что правосудие восторжествовало. Берия – это английский шпион, реабилитировать его нельзя, это гениальное совершенно решение. Ни в коем случае. Можно к его там политическим действиям относиться как угодно, но ракетный проект и атомный проект сделаны под его руководством. Благодаря тому, что он работал в системе НКВД, внешняя разведка достаточно много материалов положила о том, что происходит в Манхэттенском проекте, в английском проекте под кодовым названием «Трудные сплавы». Это было не столько наши шпионы, сколько те американские достаточно условно, европейские физики. Напомню, что в США от нацистского режима, от фашистских режимов во многих странах собрались в США, в Манхэттенском проекте участвовало в общей сложности 14 лауреатов Нобелевской премии по физике, то есть более чем серьезный состав. Часть из них была уверена, что если Советский Союз и США являются союзниками во Второй мировой войне, для них это была Вторая мировая война, то, разумеется, секреты, тем более о таком сверхмощном оружии, надо распределять поровну для того, чтобы обеспечить равновесие в послевоенном мире. Фамилии этих людей, но это отдельная история, можно, наверное, несколько суток разговаривать. В свое время научный руководитель нашего атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов оценивал заслуги разведки в выигранный год. Разговоры о том, что мы скопировали некие чертежи, и у нас все получилось быстро и славно, но это
можно верить, если вы пользуетесь мозговым аппаратом обращенного образца, а если не пользуетесь, давайте вместе задумаемся. Да, разведка добыла какие-то документы, чертежи, положила. Откуда уверенность, что это не дезинформация? Откуда мысль, что это действительно на 100% верно? То есть все, что добывалось, подлежало проверке, перепроверке. А для того, чтобы перепроверить часть чертежей, которые поставлял тот же Клаус Фукс, приходилось, хорошо, вот как проверить то или иное. Надо уметь производить все то, что для этого необходимо. Уметь запускать реакторы, уметь выделять плутоний, создавать, освоить металлургию плутония, тоже у нас сложнейшая наука. Все это приходилось делать на ходу, но мы успели ответить. Успели создать Семипалатинский полигон. Тоже отнюдь не самое простое решение для современного Казахстана. Действительно большая проблема – это ядерное наследие. 263 только подземных взрыва. Еще почти столько же наземных и воздушных взрывов на территории. Но тогда уже все было готово. Это тоже не так просто. Местность была найдена не тычком пальца в карту подбирали специально, чтобы сейсмической опасности не было, чтобы население ни в коем случае не пострадало и так далее. Так что действительно большой серьезный подвиг. 4 года, на протяжении которых Соединенные Штаты уже производили ядерные боезаряды, нападение не состоялось, хотя каждый год шло обновление планов бомбардировок советских городов, только по одной причине. Руководство Советского Союза вынуждено было держать войска в Европе, там, где освобождение от фашизма и нацизма состоялось, там и остались. И в результате все штабные игры, которые проводили в Пентагоне, которые проводили в Генеральном штабе в Англии, показывали один и тот же результат. Какая бы бомбардировка ни была, через 3 дня советские войска стоят на берегу Ла-Манша, через 5 дней стоят на берегу Гибралтара. Ничего доброго не было, все было достаточно жестко. Легенд вокруг спецкомитета множество. Одна из самых распространенных: все делалось под дулом пистолета. Берия за время работы в спецкомитете успел застрелить около 1 миллиона ученых и 5 миллионов рабочих или что-то около того. Еще, не отходя от атомного реактора. Еще 8 миллионов повесил. Глупость несусветная, конечно, потому что, к сожалению, все наши участники атомного проекта прекрасно понимали, что такое война и какой она может быть. Они тоже прекрасно понимали, потому что с атомной физикой у них все было хорошо, и материалы разведки из Хиросимы и Нагасаки показали, что может быть. То есть работали они отнюдь не потому, что страшный Берия бегал с револьвером и на всех кричал, потому что понимали, что это необходимо. Напомню, что в разрушенной стране финансирование вот этого атомного проекта составило такой же объем денег, как и все финансирование Великой Отечественной войны. Расходы были совершенно гигантские. И тех, кто строил города и заводы, вот в том числе и те, кого не успели демобилизовать из армии, то есть они, прежде чем вернуться домой, работали на Урале, работали в Казахстане, работали в мордовских лесах, огромное напряжение, но мы это выдержали. Так что, не знаю, мое личное оценочное мнение, 29 августа является настоящим Днем независимости России. Борис Леонидович, финализируя, а чем все-таки отличается атомная бомба от ядерной? Атомная бомба – это энергия распада ядер плутония. Напомню, что бомба, взорванная над Нагасаки, это плутоний, 6 килограмм боевой заряд, 18 килотонн тротилового эквивалента. Бомба, взорванная над Хиросимой, урановая, 20 килограмм урана, обогащенного по делящемуся изотопу 93%. Вот там получился взрыв всего 12 килотонн. Военные люди, они достаточно циничные. КПД плутония оказался значительно выше, вот им в основном и занимались. Термоядерные бомбы используют энергию синтеза легких ядер, дейтерия и трития, совершенно другой выход энергии, кратно выше, и совершенно другой уровень технологий. Что касается термоядерного оружия, то
Здесь определить, кому принадлежит пальма первенства, на мой взгляд, невозможно, потому что, да, хронологически американцы первыми взорвали термоядерное устройство, но это точно не было бомбой, потому что эта конструкция весила более 100 тонн. Значительно менее мощный взрыв РДС-6. РДС расшифровывают по-разному. Первая бомба РДС-1, если смотреть за совсекретными документами, это реактивный двигатель специальный. Сами участники атомного проекта считали, что там русским по белому написано «Россия делает сама». Взрыв РДС-6 12 августа 1953 года значительно менее мощный, но это был действительно боезаряд. То, что помещалось в бомболюк, то, что можно было использовать по прямому назначению в тех местах, где не хватает доброй энергии. Вот кому отдавать пальму первенства? Разумеется, так называемая слойка Сахарова – это был первый этап. Технологии развивались, дальше перешли на так называемую схему Теллера-Улама. Она совершенно другая, там 3 ступени в этом ядерном боезаряде, зато нет верхнего предела. Так называемая царь-бомба, 58 мегатонн, которые могли быть конструктивно превращены и в 100 мегатонн, и в 150 мегатонн. Это та самая схема Теллера-Улама, которую наши ученые разработали самостоятельно, но поскольку впервые она появилась в США, вот так она называется. Добрый ученый Теллер – это тот самый человек, который впоследствии, когда закончил сотрудничество с Пентагоном, разработал первый проект исследовательского реактора. То есть, с одной стороны, ну, конечно, мерзавец, как его по-другому назовешь. Если Оппенгеймер и группа ученых вокруг него из Манхэттенского проекта вышла, посчитав свою работу выполненной, нужна была атомная бомба. Вот она, вы ее проверили. После такой проверки мы с вами работать не хотим. Теллер неистово продолжал разработку. Его авторству принадлежит и термоядерная бомба, и нейтронная бомба, так называемая. А после того, как он вышел на мирный уровень жизни, он занялся вот исследовательскими реакторами. Надо отдать должное. Более 30 исследовательских реакторов совершенно безвозмездно были расставлены в исследовательских лабораториях более чем в 20 странах. То есть вот такие грани таланта, самые разные. Если говорить о нашем атомном проекте, то впервые о том, что энергию ядра урана необходимо использовать в мирных целях, решение спецкомитета за подписью Лаврентия Павловича Берия ноябрь 1945 года. То есть еще не было ни реактора, ни бомбы, ничего не было, но было требование к научно-техническому совету о том, что разработки в этом направлении нужно в обязательном порядке вести. Направления были указаны не только энергетика, но, как ни странно, Лаврентий Павлович, который ни разу не был атомным физиком, тем не менее писал о новых возможностях для медицины, для транспорта. Понятно, что в те сроки, которые были задуманы, сделать это не удалось, как сейчас говорят, состоялся сдвиг вправо по понятным причинам. То есть возможность заниматься этим появилась только после того самого 29 августа 1949 года. То есть, когда первая, самая главная задача была решена, мы двинулись в сторону мирного атома. И напомню, я уж не знаю, как в англоязычной прессе, но для нас атомная электростанция в Обнинске, название у нее очень простое, первая, с большой буквы. 1954 год, все остальные немножко припозднились. На всякий случай напомню, что вторая атомная электростанция в Колдер-Холл была построена в Англии. Наши наиболее вероятные противники были только третьими. Направленность была разная. Мы изначально еще на самой заре атомного проекта думали о создании атомных электростанций. Мы думали и придумали. Вот такие мысли по поводу 29 августа. А август, если уж о нем говорить, это наш специальный ядерный месяц. 20 августа 1945 года создание спецкомитета при Государственном комитете обороны. 29 августа 1945 года взрыв первой атомной бомбы. 12 августа 1953 года взрыв первой термоядерной бомбы. Так что вот такой месяц август.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Ваши пожелания по поводу истории нашего атомного проекта оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.